Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игра де Жанейро. На связи с тобой Хитрый Лис. Очередное обновление в ДХ, к сожалению, прошлое я пропустил, но там в принципе ничего особенного и не было. А вот сегодня разработчики выкатили нам кое-что интересное. И интересное, конечно же, в отрицательном плане. Ну, давай мы с тобой постепенно, потихонечку от новости к новости разберем, что здесь такого, и начнем, конечно же, с малого. Разработчики наконец-то исправили описание на русском некоторых характеристик. Характеристики я как-то разбирал, о них есть подробный гайд, там можно узнать, что какая выполняет, но всегда вызывало путаницу их название, особенно в русском языке. Так вот, теперь здесь есть шанс крита и урон крита, это гораздо понятнее, плюс шанс крита с заклинанием и урон крита с заклинанием. Раньше было просто крит закл, урон закл, все, вот такое было описание. Теперь гораздо удобнее и самое главное интуитивно понятно, что эта характеристика выполняет. Маленькое вроде изменение, но стало гораздо удобнее. Вопросов с этим связанным должно возникать гораздо меньше. Для арбалетчика сегодняшнее обновление наоборот пошло в плюс, ему апнули немножечко знак рейнджера, его метку, соответственно фиксированного урона он будет выносить больше. Я пока что этого героя не использую, но вот когда он встречается мне, конечно же с этим изменением проходить его будет немножечко больнее, но посмотрим. В принципе, для арбалетчика, повторюсь, это хорошее обновление, и если он есть в твоей обойме, это повод порадоваться, потому что твой любимый герой стал немножечко лучше. А вот для владельцев Афины сегодняшнее обновление – это очередной повод побомбить. Разработчики написали, что они ничего, видите ли, не меняли в эффектах Афины, но при этом навели порядок в переводах, которые якобы были на протяжении скольких 2 или 3 месяцев, пока Афина была, были написаны неверно. Причем неверно были они написаны именно на испанском, русском, французском, немецком, португальском, японском и корейском языках, а также и вьетнамском. Ну, в общем, самые такие, вроде как, казалось бы, интересные рынки, да, здесь все было написано неправильно. Афина вроде как работала нормально, как и должно быть, но описание было неверно. И вот, наконец-таки, они нам выкатили верное описание ее умений. Что самое интересное, я выведу сюда скриншот того, как Афина была описана раньше. Но, так скажу, все изменения в переводе касаются только цифр. Как можно было допустить ошибки, переводя цифры, вот у меня никак в голове не укладывается. И что здесь получается? Что святой щит, она, оказывается, продлевает себе не на 100%, а всего лишь на 80%. Ну ладно, бог с ним. А вот действует щит всего не 22 секунды, как это было раньше, а 2,5 секунды. Вот оно как. Оказывается, ну ошиблись немножко, ну бывает. Но зато смотрите, очки здоровья-то после того, как щит слетает, они-то восстанавливаются в 15%, а не 12%, как раньше. В общем, это смех. И действительно, тут разработчики вот в наглую пытаются нас уверить в том, что это была чистая случайность. Мы же все прекрасно понимаем, почему это все происходило. Афина вышла, она классный персонаж, и тут 22 секунды висит на ней щит на ней и на всех союзников, и все кинулись ее покупать. Мало кто разбирает механики, все бегом, потому что все хотят, пока герой еще тащит, пока он имбовый, быстренько вытащить и пройти как можно дальше, а может быть даже в ладерную таблицу залезть как можно выше. А тут оказывается, что все не так, и Афина на самом деле работала немножко по-другому, и разработчики нам ее немножко поправили. Здесь можно, конечно, вот спорить сколько угодно, но это, знаешь, это выглядит как ты купил автомобиль, в котором было заявлено, что он разгоняется до 220 км в час. Ты начинаешь на нем ездить, и по каким-то странным обстоятельствам он едет всего лишь 25 км в час. Спустя 3 месяца дилер тебе говорит, что ой, извините, а это не наша вина. Это вот те, кто рисочки рисовал на спидометре, это вот они ошиблись и написали неправильно. У нас-то в технических данных написано, что 25 км в час. Ну куда же вы смотрели? Ну а ты, соответственно, в свою очередь можешь спокойно заявить: ребят, так подождите. Но я ведь когда брал, я вам платил деньги за вот такую скорость. А вы мне говорите, что вот такую. Извините, мы здесь ничего не можем поделать. Ну и плюс, самое интересное. Афина, может быть, и работала там не 22 секунды, но все равно это было гораздо дольше, чем 2,5 секунды. Работала она лучше. И разработчики могут говорить, что они не трогали. Поверь, трогали. Все это мы прекрасно знаем. Дроиден
умеют подкручивать цифры так сзади, чтобы никто не видел, а потом, ой, извините, да, это не так. В общем, Афину, конечно, может быть, немножко понерфили. Я не скажу, что они ее убили полностью. Афина все равно хороший персонаж, и я по ней буду делать гайд. Сейчас немножечко просто разгребусь со всеми делами, которые навалились, и переходим к гайдам. По ней будет. Это шикарный персонаж, но вот, к сожалению, имеем то, что имеем, а имеем мы недобросовестное отношение разработчиков к своим игрокам, да, которые, по сути, может быть, не все, но все равно приносят им денежку. К сожалению, Дроиден в этом плане настоящие свиньи, у меня других слов нет. И ты помнишь, что именно по этой причине я когда-то собирался покинуть проект, и в принципе у меня в планах так и есть, как только добью героев. Далее поговорим о ивентах, и на этой неделе у нас Огненный Разрушитель. Его я намерен закрыть дважды как минимум. Как видишь, у меня Глаз Дракона хватает, плюс с учетом ивента на выносливость я доберу недостающие глаза драконов, даже обменивать не придется героев. Конечно же, я буду брать здесь в обмене легендарного героя, так как у нас здесь силачи. Скорее всего, я доберу Лейна, 5 фрагментов я здесь себе заберу. И, наверное, добью Леонида, мне там немножечко не хватает до звезды. По обоим персонажам у меня есть гайд. Лейн мне нужен больше на статую, а вот Леонид нужен в мою физическую пачку. Так что, скорее всего, как-то я здесь доберу отсюда. И я хотел бы еще взять Зевса посмотреть, но, скорее всего, мне не хватит. Почему? Потому что из магазина Дракона я хочу добрать себе Кровавого Мага. Мне осталось там не так уж много фрагментов для того, чтобы докачать ему наконец 5-е крыло, и я хочу его за время этого ивента подловить. Может быть, удастся. И последнее, о чем хотелось поговорить, это, конечно же, старт следующего сезона. Какой он у нас уже здесь по счету? 31-й. О боже, как быстро бежит время. И темой этого сезона будет новая рамочка, ну, соответственно, Медуза и под нее скин. Сейчас мы его посмотрим и там немножко поговорим. Вот она, наша многострадальная Медуза. Когда-то давно ее уже апали, потом получилось так, что переапали ей, по-моему, вот это умение, где она повышала магический пробой, и ее очень хорошо юзали пачки, в которых магические атаки преобладали. Ее потом понерфили, сейчас я не могу сказать, насколько она востребована, но я ей не пользуюсь, никогда ее особо не качал. Для магического пробоя я больше использовал Принца Персии. Хотя Медуза в некоторых местах, говорили, даже будет получше. Что касается ее скина. Медуза, королева Наг. Мне нравится, очень красивый. Действительно приятный скин, причем на его фоне старый скин выглядит немножечко, конечно, скудновато. Все-таки этот более такой красивый, яркий, даже выглядит побогаче. Что касается эффекта, здесь увеличивается интеллект, и это, конечно, всегда стоит внимания, потому что интеллект нам поднимает все, и атаку, и поднимает урон от наших заклинаний, от умений, которые мы используем, и от ульты в том числе. Поэтому, конечно же, интеллект здесь очень приятен. Если ты активно используешь магические пачки, то Медуза, конечно, может дополнить тебе твой состав и будет выглядеть в нем очень хорошо. Единственное, что это старый персонаж, легендарный, а старых легендарных персонажей сейчас качать гораздо сложнее, потому что они не выпадают из коробок вот этих, которые мы достаем, в частности за ивент Огненный Разрушитель. Там идут последние 8 героев, и до Наги туда не дойти. Ну и если ты не меняешь, как и я, в таинственном сундуке персонажа, то скорее всего тебе чаще будут выпадать новые персонажи, чем старые. Поэтому старых персов качают сейчас в основном только за нефрит, либо вот в обмене легендарных героев. Но так как Нага у нас интеллект, то, соответственно, она будет в следующей ротации. По ротации ивентов, кстати, у меня тоже есть видео на канале, можешь посмотреть, что зачем идет. На этом, в принципе, все. Вот такое обновление. Я не могу сказать, что это что-то очень серьезное. Почему-то я ожидал, что в этом обновлении выйдет рождественский календарь. Куда ж без него? Разработчики каждый год его пихали. В этом году, не понимаю, решили отдохнуть от этого, или он появится у нас со следующей недели. Можешь поделиться своим мнением в комментариях. Тем не менее, есть небольшие улучшения, есть очередной обман от разработчиков с Афиной и новый скин, если тебе он нравится, если ты Нагу используешь, то в принципе имеет смысл поднапрячься и даже задонатить, чтобы его взять. Тут уже решает каждый сам за себя.
Как обычно, если вдруг я что-то упустил, делись этим в комментариях, подписывайся на канал, ставь палец вверх этому ролику и делись им с соклановцами. Оставайся с Лисом. Впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!